Громкое предательство, главная военная сила под угрозой распада из-за этого раздора. Что не поделили главы государств? Российские дроны атакуют страну НАТО и друга Путина. Что происходит и почему как раз сейчас Россия разрывает все договоры со странами Альянса? Новый виток самого громкого коррупционного скандала в Европе за последнее время. Кого обнаружили журналисты и что будет с самой верхушкой страны, если он таки заговорит? Полный провал спецслужб. Шпионы диктатора спалились, и вы не поверите, как именно, но это очень странно. Переворот в Подмосковье, есть жертвы, среди них мог быть родственник Путина. Почему расходятся показания очевидцев, пока по всей стране люди выходят на протесты? Об этих и других главных событиях утро понедельника, 22 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Один из самых громких скандалов украинской политики, то, из-за чего президент Зеленский и его команда имеют очень много проблем, в первую очередь репутационных, так называемый Миндич-гейт, похоже, закрывается. Журналисты издания «Украинская правда» нашли Тимура Миндича, главного подозреваемого в этой истории, в Израиле. Подробности мы вам обязательно раскроем, как только они появятся в широком доступе. Пока можем сказать, что это не задержание, не арест, а журналистское расследование. Что будут делать правоохранители с полученной информацией, предсказать сложно, но следить будем вместе с вами. Пока пишите свое мнение в комментариях под видео. Дружба крепкая, распадается на глазах. Фридрих Мерц ехал в Брюссель добивать решения по российским замороженным активам для Украины и в какой-то момент понял, что ключевого союзника рядом нет. Не потому, что тот вышел из переговорной, а потому, что в последний момент выбрал другой лагерь. Financial Times цитирует очень жесткие слова неназванного европейского дипломата. Макрон предал Мерца, и он понимает, что за это придется заплатить. Но он настолько слаб, что у него не было другого выхода, кроме как прогнуться и встать в хвост за Джорджией Мелони. Речь идет о плане задействовать 210 миллиардов евро замороженных суверенных активов России. Публично Париж не вставал поперек, но в частных разговорах команда Эммануэля Макрона настаивала на юридических рисках и на том, что Франции с ее долгом будет сложно дать национальную гарантию на случай, если активы вдруг придется быстро возвращать Москве. На протяжении последних 4-5 лет рабочая гипотеза в Елисейском дворце заключалась в том, что слабость Германии подорвала способность Европы действовать. Теперь появился канцлер, который понимает геополитику, который хочет активнее включиться и делать больше для Европы. Но сейчас именно Париж не в состоянии выполнить свою часть договоренности. Этот эпизод высветил новую расстановку сил между Берлином и Парижем. После прихода Мерца к власти Германия ведет себя заметно жестче и инициативнее, разблокировав до 1 триллиона евро расходов на оборону и инфраструктуру на ближайшие 10 лет. Российские дроны массово атакуют Турцию. За 5 дней Анкара трижды столкнулась с тем, что российские беспилотники нарушают ее воздушное пространство. И каждый такой эпизод бьет не только по нервам, но и по ощущениям безопасности во всем Черноморском регионе. Первый дрон был сбит у города Чанкыры, примерно в 120 километрах от Анкары. Второй обнаружили неподалеку от Коджаэли, всего в 30 километрах к югу от Стамбула. Турецкое МВД установило, что речь идет о российском Орлан-10, разведывательном беспилотнике, который используют для наблюдения. Третий аппарат нашли на поле возле Балыкесира, примерно в 3 часах езды к юго-западу от Стамбула. Серия инцидентов вызвала жесткие споры о том, насколько эффективно турецкое ПВО. Депутат оппозиционной республиканской народной партии и бывший посол Намыктан публично поставил под сомнение возможности радиолокационных систем страны и подчеркнул, что беспилотник смог приблизиться к столице и стратегическим военным объектам до того, как его перехватили. Битва на Красной площади. Межэтнический конфликт, можно сказать. Правда, на него уже мало обращают внимание люди. Сцена, которая еще недавно выглядела бы как ЧП, а теперь проходит почти фоном. Прохожий снял конфликт прямо в центре Москвы. Реакция вокруг оказалась показательной. На видео мужчина в военной форме вступает в перепалку с человеком, которого автор ролика называет мигрантом. Дальше все выглядит еще жестче. Военный хватает оппонента за загривок и ведет его в неизвестном направлении. Судя по кадрам, прохожие не спешат вмешиваться и почти не обращают внимания
внимания, как будто это не событие, а очередной эпизод, который проще пропустить мимо. На фоне этого автор сообщения делает вывод: в случае насилия с участием людей, которых называют героями СВО, для многих в России уже превратились в привычную рутину. В Подмосковье перевернулась лодка. Общую силу влияния утонувших пассажиров на судьбу страны трудно переоценить. Позже выяснилось главное: погиб Виктор Аверин, которого называют одним из бывших лидеров Солнцевской ОПГ. По данным близких к силовикам телеграм-каналов и сообщений в медиа, остальные 5 человек смогли выбраться из воды. В этой же лодке, как пишут «Известия» и ряд телеграм-каналов, находился Виктор Хмарин-старший, муж двоюродной сестры Владимира Путина и отец главы Русгидро. Утверждается, что он отделался переохлаждением и ушибами. Версии деталей расходятся. Мэш пишет, что ЧП произошло в акватории яхт-клуба «Адмирал», а спасшиеся добрались до берега на аэросанях. 112 и другие источники добавляют, что вместе с Авериным и Хмариным на борту могли быть адвокат Виктор Перекатов, телохранитель Иван Абрамушин, бизнесмен Шамистан Алиев и 18-летняя модель Екатерина Леонова. Протесты в России – событие редкое, но полезное для власти, особенно если эта власть протесты и организует. После московской акции волна докатилась до Краснодара, и на этот раз людей оказалось заметно больше. 11 декабря в Москве у посольства Армении прошел протест против репрессий в отношении руководства Армянской апостольской церкви. По версии Москвы, конечно. Теперь в Краснодаре около 1000 человек собрались у стен Армянской апостольской церкви. Участники требовали, чтобы Никол Пашинян, премьер-министр Армении, провел встречу с представителями церкви и общественного движения «Наследники Ноя». Главный запрос – получить ответы по поводу арестов священнослужителей в Армении. Судя по тому, что участников протестов не паковали в автозаки, власти остались довольны проведением мероприятия. Москва начала демонстративно разворачивать старые военные договоренности с Западом. Тихо, через бумаги, но с понятным политическим сигналом. Решение опубликовали на официальном российском правительственном портале, то есть все серьезно и пафосно. Речь идет о запуске процесса прекращения ряда международных военных соглашений. Россия сворачивает несколько двусторонних договоров о военном сотрудничестве, которые были подписаны в период с 1992 по 2002 годы, включая соглашения со странами НАТО и другими западными государствами. В числе первых на разрыв указаны договоры с Германией, с Польшей и с Норвегией. Все это еще из 90-х, и все они были подписаны в Москве. Далее процесс, как утверждается, распространяется на соглашения с Румынией, Данией, Великобританией, Северной Ирландией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией. Почему именно сейчас? К чему такая спешка и что это все означает, нам с вами еще предстоит установить. Скандал с Ларисой Долиной не просто не закончился, а перешел в другую фазу – от недвижимости к концертной деятельности. Теперь ее начинают отменять. Но ведь главнее всего погода в доме, а не на концертах. Первый концерт Ларисы Долиной в 2026 году не дожил до афиши. Выступление в Туле сняли с продажи, объяснив это нездоровым ажиотажем вокруг имени певицы. Тем не менее, концертный календарь на следующий год остается в силе, но билеты, как говорят организаторы, покупаются слабо. Лукашенко переходит от карт к картинам. Растет человек, развивается. Он все-таки довез до Петербурга подарок, который обещал Путину еще осенью ко дню рождения. Главным образом и первым образом то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России, потому что вот ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для президента России картину, мы привезли. Правда, почему пресс-секретарь называет столицей Санкт-Петербург? Кажется, эта информация немного устарела. С виду детский мультик, а на деле зацепка для контрразведки. Ищейки диктатора очень глупо и на ровном месте спалились, даже не подозревая об этом. В США заметили странную подпись в цифровых следах людей, которые пытаются втихую встраиваться в компании и работать под чужими личностями. The Wall Street Journal пишет, что ФБР и специалисты по кибербезопасности все чаще натыкаются на одну и ту же странную деталь у выходцев из КНДР – любовь к миньонам и гадкому я. В профилях, почте и никнеймах всплывают Грю
и Кевин, а на аватарках персонажи мультфильма. Сначала некоторые исследователи даже принимали ГРЮ за намек на российское военное ведомство с похожей аббревиатурой, но в итоге выяснилось, что это именно отсылка к мультгерою. По данным издания, такие мультмаркеры стали повторяться настолько часто, что их используют как один из признаков при поиске шпионов из Северной Кореи. И это не только картинки ради шутки. В материале говорится, что на рабочих устройствах встречались поисковые запросы по героям мультфильма и сопутствующим персонажам, как будто люди действительно собирали себе легенду вокруг миньонов. В советское время под праздники и большие массовые события выдавали премии, а сейчас забирают интернет. В Петербурге мобильный интернет начал сыпаться так, будто город перевели в режим спецоперации, и больше всего это почувствовали именно в центре. Все это еще задолго до начала саммита лидеров стран СНГ, к которому эта мера безопасности была приурочена. Кремль заранее анонсировал участие Владимира Путина в мероприятиях и переговорах, а город параллельно вводит транспортные и охранные меры. По сути, это выглядит как безопасность прежде всего. В городе уже были похожие истории в декабре, когда связь и мобильный интернет проседали на фоне сообщений об угрозах беспилотников, и операторы тогда прямо говорили, что причины вне их контроля. Поэтому мы срочно запустили Next Step VPN, новогодний подарок от Нехта для тех, кто все же хочет оставаться на связи. Надежный сервис с европейскими серверами и реальными гарантиями вашей информационной безопасности. Трафик не увидит даже провайдер. Для первых пользователей возможность подключиться со скидкой, ссылка в описании. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное — не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. На севере Саудовской Аравии побелела пустыня. В нескольких районах страны, включая горные участки Троены, прошел редкий снегопад, о котором местные говорят как о событии раз в десятилетие. Соцсети уже забиты роликами, а телеканалы называют картину исторической. Но сказка быстро превращается в проблему. Национальный метеоцентр предупреждает о резком падении температуры и риске гололеда и просит соблюдать инструкции безопасности. Непривычный холод для региона может ударить по дорогам и инфраструктуре. По сообщениям близких, умер известный белорусский журналист, автор одного из самых популярных YouTube-проектов «Жизнь Малина» Никита Мелкозеров. Сообщается, что вечером Никите стало плохо, ночью вызвали скорую, но она так и не смогла спасти. Мы не знаем всех деталей произошедшего на момент записи видео, но выражаем искреннее соболезнование. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.